Друзья, спасибо вам огромное за поддержку. Мы искренне благодарны каждому из вас за подписки, лайки и комментарии. И это невероятно ценно для нас. Именно благодаря вам мы продолжаем расти, развиваться и создавать новый контент. Приятного просмотра. Ночной город всегда выглядит иначе. Когда гаснут окна офисов и торговых центров, улицы заполняются неоновым светом фонарей, отражающимся в лужах, и тишиной, которая на самом деле лишь иллюзия. Для Алексея эта тишина была привычной. 15 часов за рулем, третья чашка остывшего кофе в подстаканнике и монотонный голос навигатора, который стал ему ближе, чем голоса старых друзей. В салоне пахло дешевым ароматизатором «Новая машина» и усталостью. Алексей посмотрел в зеркало заднего вида на свои покрасневшие глаза. Ему было 34, но в такие ночи он чувствовал себя на все 60. Дома ждала пустая съемная квартира и неоплаченные счета, которые каждое утро напоминали о себе стопкой уведомлений на тумбочке. Он уже собирался нажать кнопку «Выйти с линии». Его палец замер над мерцающим экраном смартфона, как вдруг салон пронзил резкий, требовательный звук нового заказа. Точка подачи была совсем рядом, буквально в 2 кварталах, в промышленной зоне, где старые склады соседствовали с заброшенными гаражами. Но что заставило его сердце ёкнуть, так это цена. Коэффициент горел ярко-пурпурным цветом, предлагая тройной тариф за короткую поездку до окраины. «Последний на сегодня», – прошептал он сам себе, стараясь отогнать дурное предчувствие. В голове промелькнула мысль, что приличные люди не заказывают такси в такую глушь в 3 часа ночи. Но цифры на экране были слишком заманчивыми. Он повернул ключ. Мотор его старенькой, но ухоженной иномарки отозвался глухим ворчанием, и машина медленно тронулась с места, разрезая фарами густой туман, стелющийся по асфальту. Прежде чем мы продолжим эту историю и узнаем, чем обернулся этот ночной вызов, обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайк под этим видео. Это помогает нам находить для вас самые захватывающие истории. И напишите прямо сейчас в комментариях, из какого города вы нас смотрите. Нам очень интересно знать географию наших зрителей. Алексей подъехал к месту назначения. Это был глухой тупик между 2 бетонными заборами, увенчанными колючей проволокой. Фонари здесь не горели, и единственным источником света были его собственные фары, выхватывающие из темноты кучи строительного мусора. Он остановился и приготовился ждать, но ждать не пришлось. Не успел он перевести рычаг коробки передач в режим парковки, как из тени одного из складов выскочили 2 тени. Они двигались быстро, слаженно, почти бесшумно, если не считать тяжелого топота ботинок по гравию. Задняя дверь распахнулась с такой силой, что машина качнулась. В салон ворвался холодный ночной воздух, смешанный с едким запахом гари и чего-то металлического, подозрительно напоминающего запах крови. 2 мужчин буквально рухнули на заднее сиденье. Алексей не успел даже обернуться, как почувствовал, что к его затылку прижалось что-то очень холодное и твердое. Этот холод мгновенно распространился по всему телу, парализуя волю. В зеркале он увидел лишь очертания черных масок балаклав и лихорадочный блеск глаз. «Жми на газ, отец, прямо сейчас, и не вздумай мигать фарами или тормозить на светофорах». Голос того, кто сидел прямо за ним, был низким, хриплым и пропитанным такой первобытной яростью, что Алексей почувствовал, как на лбу выступила холодная испарина. Его руки задрожали, но он заставил себя включить передачу. Машина сорвалась с места, выбрасывая гравий из-под колес. Внутри салона повисла тяжелая, удушливая тишина, нарушаемая только тяжелым, прерывистым дыханием второго пассажира. Алексей краем глаза заметил, как тот, что сидел справа, прижимает руку к боку, и сквозь его пальцы просачивается темная жидкость, мгновенно впитываясь в светлую обивку сиденья. В руках у него был плотный матерчатый баул, из которого торчали пачки купюр, перетянутые банковскими лентами. В этот момент Алексей понял,
что это не просто хулиганы или пьяные клиенты. Это люди, которым нечего терять. И он для них не человек, а просто инструмент. Такой же, как этот автомобиль, который можно выбросить или сжечь, когда он станет бесполезным. «Куда едем?» Голос Алексея сорвался, превратившись в едва слышный шепот. Он старался смотреть только вперед, на дорогу, боясь встретиться взглядом с отражением в зеркале. Тот, что держал пистолет, слегка надавил стволом на его череп, заставляя Алексея вжаться в сиденье. «Я скажу, где повернуть. Просто делай, что велят, и, возможно, ты увидишь рассвет. А будешь дергаться, твои мозги украсят лобовое стекло раньше, чем ты успеешь нажать на тормоз». Город проносился мимо смазанными огнями. Знакомые улицы теперь казались чужими и враждебными. Алексей понимал, каждый пройденный километр отдаляет его от безопасности и приближает к развязке, финал которой был скрыт в темноте впереди. Он знал этот район, знал, что через пару миль будет пост ДПС, который обычно пустует в это время, но сегодня все было иначе. Где-то вдалеке, пока еще едва различимо, послышался звук сирены, и в этот момент пульс водителя забился так часто, что ему показалось, будто сердце вот-вот проломит грудную клетку. Звук сирен вдали нарастал, превращаясь из едва уловимого гула в отчетливый, леденящий кровь ритм. Этот звук резал ночную тишину словно скальпель, и с каждым оборотом колес Алексею казалось, что петля на его шее затягивается все туже. В салоне автомобиля воцарилась такая плотная атмосфера, что воздух, казалось, можно было резать ножом. Влажный хрип раненого пассажира становился все громче. Он тяжело заваливался на бок, пачкая своей кровью не только сиденье, но и пластиковую обшивку двери. Алексей видел в зеркале, как его бледное, почти восковое лицо в свете пролетающих мимо фонарей то и дело искажалось гримасой боли. Тот, что сидел за спиной водителя, нервно дернул стволом пистолета, заставляя Алексея вздрогнуть и крепче вцепиться в руль. «Выключи эту хренову музыку!» – прорычал лидер бандитов, хотя в машине и так стояла тишина, прерываемая лишь шумом шин по мокрому асфальту. Алексей дрожащей рукой потянулся к магнитоле, хотя та была выключена. Его пальцы коснулись регулятора громкости, и он машинально нажал на кнопку включения радио. Салон мгновенно заполнило шипение помех, а затем сквозь белый шум прорвался голос диктора новостей. Голос был сухим, профессиональным и пугающе спокойным, учитывая то, о чем он сообщал. Чрезвычайное происшествие в центральном районе. Совершено вооруженное нападение на инкассаторский автомобиль. По предварительным данным, двое нападавших скрылись на темном седане. Объявлен план перехват. Есть погибшие среди охраны. Слово «погибшие» ударило Алексея под дых сильнее, чем если бы его ударили физически. Он понял, что теперь он не просто случайный свидетель ограбления. Он – соучастник убийства. В глазах закона он был тем самым темным седаном, который сейчас ищет весь город. Его номерные знаки, его лицо, его жизнь – все это теперь было частью криминальной хроники. Бандит сзади коротко хохотнул, но в этом смехе не было радости, только горький триумф и нарастающая паранойя. «Слышал, Леха?» Бандит впервые назвал его по имени, подсмотрев его в приложении такси на смартфоне, закрепленном на лобовом стекле. «Мы теперь звезды. Так что не подведи нас, звездный водитель. Если нас прижмут, ты пойдешь первым номером. Уяснил?» Алексей ничего не ответил. Его мозг лихорадочно работал, просчитывая варианты, которых практически не было. Впереди показался мост, на въезде на который обычно дежурил патруль. Если он сейчас нажмет на тормоз или резко вывернет руль в сторону отбойника, возможно, это привлечет внимание. Но ствол пистолета, упирающийся в затылок, был весомым аргументом против любого геройства. Он чувствовал тепло, исходящее от металла. Оружие недавно стреляло. Этот факт добавлял истории еще более зловещий оттенок. Алексей понимал, эти люди уже перешли черту. Для них человеческая жизнь
И его, и охранников, и даже своего собственного товарища была лишь помехой на пути к сумке с деньгами, которая лежала между ними. Раненый бандит вдруг начал кашлять. Это был тяжелый, клокочущий звук, после которого на приборную панель полетели мелкие капли крови. «Костян, я походу все», – прохрипел он, хватая своего напарника за рукав куртки. Тот, кого назвали Костяном, даже не посмотрел на него. Его взгляд был прикован к зеркалам заднего вида. «Заткнись, Серый, слышишь? Просто дыши. Сейчас выберемся из города, найдем врача. Леха нас довезет, он у нас профи. Да, Леха?» Костян наклонился вперед, так что его маска почти коснулась уха Алексея. Запах пороха и дешевого табака стал невыносимым. Алексей видел, как впереди в паре километров вспыхнули сине-красные огни. Полицейский блокпост. Сердце ушло в пятки. Ему нужно было принять решение за считанные секунды. Если он проедет мимо, он станет полноценным преступником в бегах. Если остановится, его застрелят прямо в кресле водителя еще до того, как полицейский успеет подойти к окну. Он посмотрел на раненого Серого, чьи глаза уже начали закатываться. В этот момент в нем проснулось что-то, чего он сам от себя не ожидал. Холодный, расчетливый инстинкт выживания. «Слушай меня», – неожиданно твердым голосом произнес Алексей, глядя в зеркало на Костяна. Тот от неожиданности даже чуть ослабил хватку пистолета. «Впереди пост. Если мы поедем так, как сейчас, они нас остановят. Твоя машина в ориентировке, а я слишком нервно выгляжу. На заднем сиденье у тебя умирает человек, и салон залит кровью. Если хочешь проехать, убери пушку от моей головы. Сядь ниже, накрой его своей курткой. Я скажу, что везу жену в роддом или друга с аппендицитом. У меня есть аптечка в багажнике. Я могу дать ему бинты, чтобы он не заляпал тут все окончательно. Но ты должен мне верить, иначе мы все сдохнем на этом мосту через 5 минут». Костян молчал несколько секунд, которые показались Алексею вечностью. Он видел, как в глазах преступника борется ярость и осознание правоты водителя. Наконец он медленно убрал пистолет от затылка Алексея, но не спрятал его, а положил себе на колени, прикрыв баулом с деньгами. «Ладно, таксист, посмотрим, какой ты актер. Но учти, если ты подашь хоть один знак, я выстрелю сначала в твою спину, а потом в себя. Терять мне нечего». Костян навалился на раненого Серого, накрывая его своей темной ветровкой, и сполз ниже, практически исчезая из поля зрения через боковые окна. Машина приближалась к блокпосту. Алексей сбросил скорость, его нога на педали тормоза едва заметно дрожала. Свет прожекторов бил прямо в лобовое стекло, ослепляя и заставляя щуриться. Один из полицейских в светоотражающем жилете лениво поднял жезл, приказывая остановиться. Алексей опустил стекло. В салон ворвался свист ветра и звуки рации с полицейской машины. Офицер подошел к двери, его рука лежала на кобуре. В этот момент Алексей почувствовал, как рука Костяна, скрытая за сиденьем, впилась в его плечо, напоминая о заряженном пистолете, направленном прямо в позвоночник. Воздух стал густым, как сироп. Алексей выдавил из себя самую естественную улыбку, на которую был способен в этой ситуации, хотя внутри него все кричало от ужаса. Полицейский посветил фонариком в салон. Луч света прошелся по пустому пассажирскому сиденью, по лицу Алексея и на мгновение задержался на заднем ряду, где под курткой неподвижно лежал Серый. Алексей сглотнул ком в горле и начал говорить, понимая, что каждое его слово сейчас – это либо шаг к свободе, либо пуля в легкое. Город вокруг них замер, наблюдая за этой смертельной игрой, где ставкой была не просто выручка за смену, а сама возможность дышать следующим утром. И в этом свете полицейского фонарика Алексей вдруг понял, он больше никогда не будет тем обычным таксистом, который боится неоплаченных счетов. Сегодня он переступил порог мира, о существовании которого предпочитал не думать, и этот мир уже не собирался его отпускать. Луч фонарика скользил по салону, словно ищейка, вынюхивающая след. Алексей чувствовал, как каждая капля пота на его виске превращается в ледяной ручей. В этот момент время замедлилось до состояния густого киселя.
Он видел каждую пылинку, пляшущую в ярком конусе света. Видел обветренные губы полицейского и отражение собственной бледности в его значке. Сердце колотилось в горле, мешая дышать, а в спину прямо между лопаток продолжал упираться невидимый для посторонних, но такой ощутимый ствол пистолета. Костян замер, затаив дыхание, превратившись в неподвижную тень под курткой, и только едва заметная дрожь раненого Серого выдавала присутствие жизни на заднем сиденье. «Доброй ночи, старший лейтенант Соколов». Голос полицейского звучал обыденно, даже скучающе, что контрастировало с бурей, бушующей внутри Алексея. «Почему не спим? Куда путь держим в такой час?» Алексей сглотнул, пытаясь увлажнить пересохшее горло. Ему нужно было сказать что-то максимально простое, что-то, что не вызовет лишних вопросов. Любая ложь должна была быть на 90% правдой. «Работаю, командир. Последний заказ за смену взял». Он кивнул на смартфон, где все еще светился активный маршрут. «Везу друга. Ему нехорошо. Перебрал немного на празднике, а я вот вызвался помочь, чтобы вытрезвитель не загремел». Полицейский перевел луч фонарика на заднее сиденье. Свет упал на неподвижный бугор под курткой Костяна. Алексей почувствовал, как мышцы его спины одеревенели. Если сейчас Серый застонет, или если свет выхватит пятно крови на обивке, которое Алексей не успел прикрыть, все закончится прямо здесь. Кровь будет везде. На лобовом стекле, на приборной панели, на форме этого лейтенанта. «Друг, говоришь?» Полицейский прищурился. «Что-то он совсем бледный. И пахнет у вас в машине странно. Железом каким-то и гарью». Алексей почувствовал, как рука Костяна за спинкой сиденья медленно взвела курок. Этот сухой щелчок в тишине ночи прозвучал для водителя как пушечный выстрел. В этот критический момент, когда жизнь висела на волоске, прежде чем мы узнаем, решится ли лейтенант проверить документы у пассажира, я хочу попросить вас подписаться на наш канал и поставить лайк. Это помогает нам делать истории еще более напряженными. И напишите в комментариях, из какого города вы нас смотрите. Нам важно знать, где наши зрители сейчас переживают эти моменты вместе с нами. Так это машина старая, командир. Тормоза подклинивает, вот гарью и несет. А железом, так это я антифриз сегодня доливал, руки не помыл толком. Алексей старался говорить быстро, чуть заикаясь, изображая обычную нервозность человека, которого остановила полиция. Вы не сочтите за наглость, но мне бы его довести поскорее. Его тошнит через раз. Я за салон больше боюсь, чем за его здоровье. Сами понимаете, химчистка нынче дорогая». Лейтенант Соколов еще несколько секунд всматривался в глубину салона. Казалось, он о чем-то раздумывает, взвешивает риск. В патрульной машине за его спиной громко захрипела рация, передавая новые приметы преступников. Алексей уловил обрывки фраз. «Направление в сторону области. Серая иномарка. Вооружены и опасны». Его машина была темно-синей, но в свете ночных фонарей и под слоем дорожной пыли она легко могла сойти за серую. «Ладно, езжай», — наконец произнес полицейский, убирая фонарик и делая шаг назад. «Но не гони и скажи другу, чтобы завязывал так пить. В следующий раз штрафом не отделаетесь». Алексей кивнул, не в силах произнести ни слова, и медленно отпустил сцепление. Машина плавно тронулась, проезжая мимо полицейского оцепления. Он чувствовал на себе взгляд лейтенанта до тех пор, пока мост не остался позади, а огни блокпоста не превратились в крошечные точки в зеркале заднего вида. Как только они выехали в темную зону, где не было фонарей, Костян резко выпрямился и с шумным выдохом откинулся на спинку сиденья. «Красава, таксист!» – выдохнул он, убирая пистолет от спины Алексея. «Я уж думал, придется валить мента». «А это лишний шум, лишние проблемы. Ты молодец, не дернулся. Теперь жми на всю железку. Нам нужно уйти с трассы, пока они не сообразили, что ты им зубы заговорил». Алексей чувствовал, как адреналин, который до этого поддерживал его, начинает уходить, оставляя после себя опустошение и дрожь во всем теле. Он посмотрел на свои руки. Они были белыми, костяшки пальцев выпирали от того, как сильно он сжимал руль. Он понимал, что прошел через игольное ушко, но впереди была еще целая ночь.
И самое страшное, он начал понимать бандитов. Он начал думать, как они. Ему теперь тоже было выгодно, чтобы их не поймали. Потому что если их поймают, он свидетель, которого лейтенант Соколов запомнил в лицо. Его история про друга превратится в чистосердечное признание в пособничестве. Серый на заднем сиденье снова застонал, на этот раз громче. Его дыхание стало свистящим, прерывистым. «Костян, я не дотяну», – прошептал он. «В боку как будто раскаленный лом воткнули. Останови машину, дай мне хоть выйти, подышать». «Сиди, тварь!» Костян сорвался на крик, в котором сквозила паника. «Никаких остановок. Леха, сворачивай на Проселочную. Там через 3 километра старая ферма. Нас там должны встретить. Если не успеем, я тебя лично в том лесу прикопаю, рядом с этим неудачником». Алексей повернул руль, и машина съехала с гладкого асфальта на разбитую грунтовку. Фары выхватывали кривые стволы деревьев, которые казались костлявыми руками, тянущимися к автомобилю. Подвеска начала протестующе стучать на каждой яме. В салоне снова воцарился запах страха. Алексей понимал, что на ферме его, скорее всего, не ждет ничего хорошего. Бандитам не нужны лишние рты, а тем более свидетели, которые знают их имена и видели их лица. Его использовали как транспорт, и как только они окажутся в безопасности, инструмент будет утилизирован. Он взглянул на панель приборов. Бензина оставалось меньше четверти бака. Лампочка еще не горела, но стрелка неумолимо стремилась к нулю. Это был его шанс или его приговор. В голове созрел безумный план. Если он сможет спровоцировать ситуацию, в которой он станет им жизненно необходим не только как водитель, но и как единственный путь к спасению, возможно, у него получится выторговать свою жизнь. «Слушай сюда», — Алексей заговорил, стараясь, чтобы его голос звучал уверенно, почти нагло. «Вашему другу совсем плохо. У него, судя по звуку, задето легкое, начинается внутреннее кровотечение. Если вы его просто выгрузите на ферме, он сдохнет через полчаса, а кровь в моей машине, она везде. Если меня остановят без вас, меня повяжут через 5 минут по следу ДНК. Так что у нас одна лодка. На ферме есть аптечка? Или кто-то, кто умеет шить раны?» Костян посмотрел на него с подозрением, сузив глаза. «Тебе-то что? Ты за свою шкуру трясись, доктор хренов». «А мне-то», — отрезал Алексей, «что если он умрет в моей машине, это будет мокрый приговор для меня. А если он выживет, у вас будет шанс уйти тихо. Я знаю этот район как свои 5 пальцев. Знаю, где можно бросить машину так, чтобы ее нашли только весной. Но мне нужно, чтобы вы пообещали, когда все закончится, я просто ухожу. Без лишних дырок в голове». Бандит замолчал. В темноте проселка, под прыгающий свет фар, завязывалась новая сделка. Алексей больше не был жертвой. Он становился игроком в игре, где правила писались кровью на ходу. Он чувствовал, как внутри него просыпается холодная ярость. Эти люди разрушили его жизнь за одну ночь, и он не собирался отдавать ее им так просто. Где-то впереди, среди черноты леса, показались покосившиеся крыши фермы. Место, которое должно было стать финальной точкой его маршрута. Но Алексей уже решил, что этот последний заказ он завершит на своих условиях. Старая ферма возникла из темноты внезапно, словно костлявый призрак, восставший из сырой земли. Свет фар выхватил покосившийся забор, обрывки колючей проволоки и массивные ворота ангара, которые когда-то видели лучшие времена, а теперь были изъедены ржавчиной. Алексей затормозил, и машина по инерции проехала еще пару метров по вязкой грязи, прежде чем окончательно замереть. Тишина, наступившая после выключения двигателя, была оглушительной. Она давила на уши, заставляя слышать биение собственного сердца и свистящий прерывистый выдох раненого серого. «Приехали», — коротко бросил Алексей, не снимая рук с руля. Он чувствовал, как затекли его плечи, ставшие каменными от постоянного напряжения. Костян не спешил выходить. Он внимательно всматривался в темноту через забрызганные грязью стекла. В глубине ангара внезапно вспыхнул и дважды погас
Тусклый свет фонарика, условный сигнал. Бандит облегченно выдохнул и приоткрыл дверь. В салон ворвался запах прелого сена, сырости и чего-то застойного, могильного. «Выходи, таксист, только без резких движений. Попробуй ждать по газам, пуля догонит быстрее, чем ты включишь первую передачу». Костян выбрался наружу, держа Алексея на мушке через открытое окно. Алексей медленно открыл дверь. Холодный ночной воздух после спертой атмосферы салона показался ему обжигающим. Ноги едва держали его, когда он ступил в липкую жижу двора. Из тени ангара вышли еще двое. Они не были похожи на профессиональных наемников, скорее на опустившихся бандитов средней руки. Помятые куртки, тяжелые взгляды, в руках старые, но явно рабочие ружья. Один из них, высокий и костлявый, подошел к машине и заглянул внутрь. «Что с Серым?» – спросил он, сплевывая на землю. «Зацепили его у банка», – ответил Костян, кивая на баул с деньгами, который он крепко прижимал к боку. «Крови потерял уйму. А это наш извозчик. Выручил на мосту. Заговорил ментов так, что те даже багажник не открыли». Высокий посмотрел на Алексея. В его глазах не было благодарности, только холодное любопытство, с которым смотрят на прибитую к доске бабочку. «И что нам с ним делать? Свидетель. Лишний свидетель, лишний срок. Проще его здесь и оставить, в фундаменте». Алексей почувствовал, как по спине пробежал ток. Он понял, что переговоры о его жизни начинаются прямо сейчас, и его голос – единственное оружие, которое у него осталось. «Если вы меня уберете, у вас будет труп в фундаменте и машина, залитая кровью вашего друга, которую объявят в розыск через час, как только я не вернусь со смены». Голос Алексея звучал на удивление твердо, хотя внутри все дрожало. «Мой диспетчер знает, где был последний заказ. Система GPS пишет маршрут каждые 10 секунд. Как только связь прервется надолго, сюда приедут все патрули района». Костян нахмурился. Он явно не подумал о цифровом следе. «Он прав», – буркнул он. «Сейчас такси – это не просто тачка с шашечками. Это грёбаный маячок на колесах. У меня есть предложение», – продолжил Алексей, делая осторожный шаг вперед. «Я помогу вам перегрузить Серого. Я знаю, как остановить кровотечение. Я 2 года в армии в санчасти служил, пока под сокращение не попал. Я заштопаю его вашими подручными средствами. А потом вы дадите мне уехать. Я брошу машину в карьере в 10 километрах отсюда, сожгу салон, чтобы уничтожить следы ДНК, и заявлю об угоне. Скажу, что меня выбросили в лесу 2 в масках. Описания не дам, лиц не видел. Вам время, чтобы уйти, мне шанс остаться на свободе». Бандиты переглянулись. Костян посмотрел на умирающего напарника, затем на тяжелую сумку с деньгами. Жадность боролась в нем с осторожностью. Если Серый умрет, деньги придется делить на меньшее количество людей. Но если он умрет прямо сейчас, это добавит им статью за убийство подельника и создаст кучу проблем с транспортировкой тела. «Ладно, доктор», – процедил Высокий. «Заносим Серого внутрь. Если он выживет до утра, ты получишь свой шанс. Если нет, ну, значит, судьба у тебя такая». Алексей подошел к задней двери машины. Вид Серого привел его в ужас. Тот был уже не просто бледным. Его кожа приобрела синюшный оттенок, а дыхание стало настолько редким, что казалось, каждый следующий вдох будет последним. Вместе с Костяном они вытащили раненого из салона. Тот застонал, и изо рта у него вырвался кровавый пузырь. Внутри ангара было еще холоднее, чем снаружи. Единственным источником света была тусклая лампа, свисающая на длинном проводе со стропил. Посреди помещения стоял старый верстак, на который они положили Серого. Вокруг валялись пустые канистры, ржавые запчасти и какой-то хлам. Алексей быстро окинул взглядом помещение, ища пути к отступлению. Но обе двери были заперты, а бандиты стояли полукругом, наблюдая за каждым его движением. «Дайте мне нож, чистую тряпку и водку, и посветите нормально, я ни черта не вижу», – скомандовал Алексей. Ему принесли все необходимое.
Когда он разрезал одежду Серого, даже видавший виды Костян отвернулся. Рана выглядела ужасно. Пуля прошла на вылет через мягкие ткани бока, но, судя по всему, задела крупный сосуд. Кровь продолжала медленно, но неумолимо вытекать, окрашивая верстак в темный, почти черный цвет. Алексей начал работать. Его руки, которые еще полчаса назад дрожали на руле, теперь были удивительно спокойными. Он действовал на инстинктах, вытаскивая из глубин памяти знания, которые, как он думал, ему никогда не пригодятся. Он прижигал, зашивал обычными суровыми нитками, промывал раны алкоголем, пока Серый в бреду пытался вырваться. В какой-то момент Алексей поймал себя на мысли, что он спасает жизнь человеку, который еще недавно приставлял пистолет к его голове. Абсурдность ситуации давила на него, но он понимал, жизнь Серого – это его единственный пропуск из этого ада. Пока он работал, бандиты начали спорить в стороне. Из их обрывистых фраз Алексей понял, что дела у них идут не совсем по плану. Тот, кто должен был их встретить на машине для отхода, не выходил на связь. Нервозность росла. Костян постоянно проверял телефон, а Высокий нервно ходил взад-вперед, сжимая в руках обрез. «Слышь, таксист, долго еще?» – выкрикнул Высокий, останавливаясь за спиной Алексея. «Я почти закончил. Кровь остановил. Теперь ему нужен покой и желательно нормальный госпиталь, иначе пойдет заражение». Алексей вытер лоб тыльной стороной ладони, оставляя на коже кровавый след. Он повернулся к ним и увидел то, чего боялся больше всего. Костян стоял у баула с деньгами и о чем-то шептался с остальными. В их взглядах, направленных на Алексея, больше не было необходимости в его услугах. Серого подлатали. Он был стабилен, насколько это возможно в таких условиях, а значит, водитель стал обузой. «Знаешь, Леха», Костян подошел ближе, крутя в руках пистолет. «Мы тут подумали. Твой план с карьером неплох, но есть одна проблема. Ты слишком умный и слишком спокойный. Такие люди, как ты, обычно первыми бегут в полицию, как только почувствуют запах безопасности. Нам нельзя так рисковать». Алексей почувствовал, как внутри все сжалось. Он медленно опустил окровавленные руки, нащупывая за спиной тяжелый разводной ключ, лежавший на верстаке. «Вы обещали. Я сделал свою часть работы. Обещание в нашем деле – вещь хрупкая, как стекло», – подал голос Высокий, скидывая ружье. «Костян, кончай с ним. У нас мало времени. Пора валить отсюда». В этот момент снаружи раздался странный звук. Это не была сирена, не был шум мотора. Это был глухой хлопок, а затем звон разбитого стекла где-то в глубине фермерского дома. Бандиты замерли. Свет тусклой лампы под потолком мигнул и погас, погружая ангар в абсолютную, непроглядную тьму. «Что за черт?» – вскрикнул Костян. Алексей не стал ждать, пока они сориентируются. Он знал, что в темноте у него, знающего расположение верстака инструментов, есть ровно 1 секунда преимущества. Он схватил разводной ключ и, пригнувшись, бросился в сторону, где, как он помнил, стояли канистры с бензином. В темноте раздался первый выстрел. Вспышка на мгновение осветила безумные глаза Костяна. Пуля со свистом прошла над головой Алексея, выбивая щепки из деревянной опоры. Игра в кошки-мышки закончилась. Началась охота на выживание, где границы между таксистом и убийцами окончательно стерлись. Алексей понял, что теперь он не просто хочет выжить. Он хочет, чтобы ни один из них не вышел из этого ангара живым. Прежде чем мы узнаем, чем закончится эта смертельная схватка в полной темноте, обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайк под этим видео. Так вы не пропустите финал этой истории и другие захватывающие рассказы. И напишите прямо сейчас в комментариях, из какого города вы нас видите. Нам очень важно чувствовать вашу поддержку. Тьма в ангаре была не просто отсутствием света. Она казалась живой, осязаемой субстанцией, которая давила на грудную клетку и заставляла легкие работать вдвое быстрее. После оглушительного выстрела в ушах Алексея стоял тонкий сверлящий звон. Запах пороха смешался с ароматом старого машинного масла и резким, бьющим в нос запахом бензина. Одна из канистр, которую он задел, опрокинулась,
и жидкость начала лениво растекаться по бетонному полу, хлюпая под ногами. Алексей замер, вжавшись спиной в холодный металл какой-то старой сельскохозяйственной машины. Он старался не дышать, понимая, что в этой тишине даже шорох ткани о металл может стать его смертным приговором. «Костян, ты попал?» – раздался шепот высокого бандита где-то слева. В голосе преступника больше не было самоуверенности, только нарастающая паника. «Заткнись», – огрызнулся Костян. Его голос доносился из противоположного угла. «Он где-то здесь. Я слышал, как он упал. Или это была канистра?» Алексей медленно, по миллиметру, перехватил разводной ключ. Тяжелый металл в его руке давал призрачное, но все же осязаемое чувство безопасности. Его армейское прошлое, которое он столько лет пытался забыть, работая в такси и живя серой обыденной жизнью, теперь всплывало в памяти яркими, короткими вспышками. Уроки выживания в ограниченном пространстве, тактика ведения боя при плохой видимости – все это, казалось, было вбито в его подсознание навсегда. Он знал, сейчас его главное преимущество – это страх бандитов. Они не ожидали сопротивления от обычного извозчика. Для них он был овцой, которая вдруг оскалила зубы в темноте. Снаружи снова послышались звуки. На этот раз это был не хлопок, а отчетливое шуршание шин по гравию и короткий прерывистый сигнал рации. Похоже, полиция или кто-то еще более опасный окружили ферму. Бандиты это тоже поняли. В ангаре началось хаотичное движение. «Костян, это за нами!» – закричал Высокий, теряя самообладание. Раздался топот ботинок по бетону. «Уходим через заднюю дверь. Забирай бабки и валим в лес». «А как же Серый?» – крикнул Костян. «Брось его, он покойник. Нам не утащить его и сумку». Вспыхнул луч карманного фонарика. Костян лихорадочно водил им по помещению, ища баул с деньгами. На мгновение свет полоснул по верстаку, где неподвижно лежал раненый Серый, а затем скользнул по тому месту, где прятался Алексей. Водитель успел нырнуть за массивное колесо трактора за долю секунды до того, как луч света замер на его укрытии. «Выходи, таксист!» – заорал Костян, и в его голосе слышалось безумие. «Я знаю, что ты там. Выходи, или я подожгу здесь все к чертовой матери. Бензином воняет на весь ангар». Алексей понял, что бандит не шутит. Если Костян выстрелит в пол, разлившееся топливо превратит ангар в гигантский костер за считанные секунды. Ему нужно было действовать на опережение. Он нащупал на полу тяжелую железную гайку и силой швырнул ее в противоположный конец ангара. Звон упавшего металла о пустую бочку заставил Костяна мгновенно развернуться и выпустить 3 пули в сторону звука. Вспышки выстрелов на мгновение осветили перекошенное лицо бандита. Этих секунд Алексею хватило. Он рывком сократил дистанцию, двигаясь низко, почти касаясь пола руками. Когда Костян начал перезаряжаться, Алексей уже был рядом. Он не думал о морали, не думал о последствиях. Это был чистый инстинкт выживания. Тяжелый разводной ключ с глухим стуком опустился на запястье бандита, выбивая пистолет. Костян взвыл от боли, но тут же попытался ударить Алексея здоровой рукой. Они сцепились в клубок, катаясь по липкому от бензина и крови полу. Алексей чувствовал запах пота и дешевого одеколона преступника. Костян был сильнее. Его пальцы впились в горло водителя, перекрывая кислород. В глазах Алексея начали лопаться кровавые звезды. Мир вокруг поплыл. Он отчаянно зашарил рукой по полу, ища свой ключ или хоть какой-то предмет. Его пальцы наткнулись на что-то холодное и гладкое. Пистолет. С трудом вывернувшись, Алексей упер ствол в грудь нападавшего. Костян замер, почувствовав холод металла. В этот момент снаружи в ворота ангара ударил мощный прожектор, и через щели в дверях ворвались столбы ослепительно-белого света. «Всем оставаться на своих местах! Руки за голову!» – прогремел усиленный мегафоном голос. Костян медленно разжал пальцы на горле Алексея. Его лицо, залитое светом прожектора, теперь выражало лишь животный ужас. Высокий бандит, который пытался сбежать через заднюю дверь, с грохотом валился обратно в ангар. Судя по звукам, его там уже ждали. «Все, таксист»,
– прохрипел Костян, глядя в дуло собственного пистолета, который теперь находился в руках Алексея. «Твоя взяла. Стреляй, если кишка не тонка. Все равно мне вышка светит за инкассаторов». Алексей тяжело дышал, чувствуя, как по подбородку течет кровь из разбитой губы. Палец лежал на спусковом крючке, и в этот момент ему больше всего на свете хотелось нажать на него. Отомстить за эту ночь, за страх, за свою разбитую машину, за то, что его мирная жизнь была растоптана этими подонками. Но он посмотрел на свои руки. Они были в крови, но это была кровь врача, которую он пролил, спасая Серого, а не кровь палача. Он медленно опустил пистолет и отбросил его далеко в темноту под верстак. «Я не ты», – тихо сказал он. «Я просто хочу завершить этот заказ». В этот момент массивные ворота ангара сорвались с петель под ударом штурмового тарана. Внутрь ворвались бойцы спецназа в полной экипировке. Лазерные прицелы заплясали по стенам и телам людей, как безумные красные светлячки. «На пол! Всем на пол!» – кричали голоса со всех сторон. Алексей послушно лег на живот, чувствуя щекой холодный бетон и запах бензина. Он видел, как Костяна и Высокого грубо скручивают и заковывают в наручники. Видел, как медики вбегают с носилками к верстаку, где все еще лежал Серый. Один из спецназовцев подошел к Алексею, прижал его голову к полу и быстро обыскал. «Кто такой?» – коротко спросил боец. «Водитель», – выдавил Алексей. «Я таксист. У меня заказ. Последний». Его подняли на ноги и вывели на улицу. После тьмы ангара свет десятков полицейских мигалок казался невыносимо ярким. Весь двор фермы был заполнен людьми в форме, машинами с надписью «Следственный комитет» и ОМОН. Алексей стоял, прислонившись к капоту своей машины, которая теперь выглядела жалко в этом стерильном свете правосудия. Одно колесо было спущено, бок помят, а салон... Он боялся даже заглядывать внутрь. К нему подошел человек в гражданском пальто с усталыми глазами и папкой в руках. Он долго смотрел на Алексея, потом на его машину, а затем на пятна крови на его куртке. «Алексей Петров?» – спросил он, листая документы. «Да». «Вы понимаете, что вы сегодня сделали? Вы провели в машине с 2 вооруженными убийцами почти 40 минут, проехали через блокпост, не подав виду, а потом еще и операцию им делали». Алексей промолчал. Он не знал, хвалят его или собирается предъявить обвинение в пособничестве. «Лейтенант Соколов с поста на мосту передал ваше описание», – продолжал следователь. «Он сказал, что вы вели себя подозрительно спокойно, слишком спокойно. Если бы не его интуиция и не GPS-трекер вашего агрегатора, мы бы искали эту ферму еще неделю». «Что с тем раненым?» – спросил Алексей. «Жить будет. Ваши швы, как сказали медики, спасли ему жизнь. Теперь он заговорит, и мы закроем всю их цепочку. Вы молодец, Алексей, но больше такие заказы не берите». Следователь отошел, отдавая какие-то распоряжения. Алексей остался один. Он посмотрел на свой телефон, который все еще был закреплен на лобовом стекле. Экран мигнул и погас. Аккумулятор окончательно сел. В наступившей предрассветной тишине, когда сирены начали стихать, Алексей вдруг почувствовал странное спокойствие. Он выжил. Он не стал убийцей. И он знал, что когда солнце взойдет, он найдет способ починить свою машину и свою жизнь. Но в этот момент его взгляд упал на заднее сиденье. Там, в тени, куда не доходил свет прожекторов, лежало что-то небольшое и темное. Алексей подошел ближе и замер. Это был второй баул, тот самый, о котором бандиты забыли в суматохе и темноте. Он лежал под сиденьем, прикрытый обрывком его собственной куртки. Алексей оглянулся. Спецназовцы были заняты погрузкой задержанных, следователь разговаривал по телефону в стороне. Никто не смотрел на него. В этом бауле было столько денег, сколько он не заработал бы за 10 жизней в такси. Это был шанс закрыть все счета, купить новую квартиру, начать все с чистого листа. Иронично, последний заказ все-таки принес ему обещанный тройной тариф. Он протянул руку к двери, и его пальцы коснулись ручки.
В этот момент в его голове прозвучал голос Костяна. «Обещание в нашем деле – вещь хрупкая». Алексей замер, глядя на свою окровавленную ладонь. Он вспомнил лейтенанта Соколова, вспомнил лицо Серого на верстаке и ту черную бездну, в которую он едва не провалился в ангаре. Медленно, очень медленно, он убрал руку от двери. Он выпрямился, глубоко вдохнул холодный утренний воздух и громко крикнул: «Гражданин следователь, вы кое-что забыли в моей машине». Когда он шел навстречу людям в форме, он чувствовал себя по-настоящему свободным, впервые за много лет. Ночная смена закончилась, и хотя впереди было еще много допросов, протоколов и бессонных часов, Алексей знал, он доехал до своей конечной точки. И этот маршрут он проложил сам. Следователь обернулся. Его лицо, уставшее и серое в предрассветных сумерках, выразило крайнюю степень недоумения. Он подошел к машине, заглянул в салон и, увидев черный матерчатый баул, набитый пачками денег, на мгновение потерял дар речи. Вокруг них замерли оперативники, медики, даже задержанный Костян, которого как раз заталкивали в автозак, повернул голову, глядя на эту сцену с нескрываемой яростью и презрением. Для него поступок Алексея был высшим проявлением глупости, для следователя – чудом, а для самого Алексея – единственным способом окончательно смыть с себя липкое ощущение этой ночи. «Ты хоть понимаешь, сколько здесь?» – тихо спросил следователь, не сводя глаз с сумки. «Тут хватило бы, чтобы ты до конца жизни не просто таксовать перестал, а купил бы себе по автопарку в каждом городе страны». «Понимаю», – ответил Алексей, и голос его больше не дрожал. «Но я также понимаю, что за эти бумажки заплачено жизнями тех охранников у банка. И если бы я их взял, я бы стал третьим в том ангаре. А мне и двоих хватило на всю оставшуюся жизнь». Следователь кивнул, вызвал понятых и начал процедуру изъятия. Дальнейшие часы слились для Алексея в бесконечную череду кабинетов, протоколов и повторяющихся вопросов. Его возили из одного отделения в другое, брали смывы с рук, проверяли показания навигатора, изучали записи с камер видеонаблюдения, мимо которых он проезжал в ту ночь. Он сидел на жестких стульях, пил отвратительный, переслащенный кофе из автомата и снова рассказывал о том, как почувствовал холод металла у своего затылка. Самым тяжелым моментом стала встреча с лейтенантом Соколовым в коридоре следственного управления. Полицейский выглядел виноватым. Он подошел к Алексею, когда тот сидел в ожидании очередного следователя, и протянул ему руку. «Прости, парень», – негромко сказал Соколов. «Я ведь видел, что у тебя глаза бегают, но ты так убедительно врал про пьяного друга, что я списал все на обычный мандраж перед патрулем. Если бы я тогда заставил тебя выйти из машины, все могло бы закончиться иначе, или мы оба бы там легли. Или взяли бы их на месте». «Все закончилось так, как закончилось», — ответил Алексей, пожимая руку лейтенанту. «Главное, что мы оба сейчас здесь стоим». Его машину забрали на штрафстоянку как вещественное доказательство. Следователь пообещал, что после всех экспертиз ее вернут, но Алексей знал, он никогда больше не сядет за этот руль. Даже если химчистка выведет все пятна крови, запах той ночи навсегда въелся в обшивку, в пластик, в саму душу этого автомобиля. Для Алексея эта машина стала склепом, в котором похоронен тот прежний, вечно уставший и затравленный долгами человек. Домой он вернулся только к вечеру следующего дня. Город уже жил своей обычной жизнью. Люди спешили с работы, неоновые вывески зазывали покупателей, а тысячи таксистов принимали заказы, не подозревая, кто может оказаться на их заднем сиденье. Алексей зашел в свою пустую квартиру, бросил ключи на тумбочку и, не раздеваясь, рухнул на кровать. Он проспал почти 15 часов без сновидений, а когда проснулся, обнаружил на телефоне сотни пропущенных вызовов и сообщений. Агрегатор заблокировал его аккаунт до выяснения обстоятельств. Друзья и знакомые, увидев новости, обрывали трубку, а какие-то журналисты уже дежурили у его подъезда. Прошло 3 месяца. Жизнь Алексея изменилась, но не так, как показывают в кино про героев. Его не засыпали наградами и чеками на миллионы.
Он получил небольшую премию от МВД за содействие в поимке опасных преступников и благодарственное письмо, которое теперь лежало в ящике стола. Суд над Костяном и его бандой начался быстро. Серый, тот самый раненый налетчик, благодаря мастерству Алексея выжил и, чтобы скостить себе срок, начал давать показания против своих подельников. На очных ставках Алексей видел их, осунувшихся, лишенных ореола опасности, обычных мелких хищников, которые оказались в клетке. Самым странным было то, что Алексей не мог больше находиться в тишине. Каждый раз, когда в комнате становилось слишком тихо, он начинал слышать тот самый свистящий хрип Серого или щелчок взводимого курка за спиной. Он устроился на работу в небольшую автомастерскую на окраине. Теперь он не возил людей, он лечил машины. Ему нравилось это спокойствие. Железо не врет, не приставляет пистолет к голове и не просит везти его на заброшенную ферму. Но однажды вечером, когда он возвращался домой пешком, у него зазвонил телефон. Это был неизвестный номер. Алексей помедлил, но все же нажал на кнопку приема. «Алло? Алексей?» Голос на том конце был женским, тихим и очень знакомым. «Это Мария, жена Игоря, того охранника, что погиб у банка». Алексей замер посреди тротуара. Холодный ветер ударил ему в лицо, но он его не почувствовал. «Да, Мария, здравствуйте». Я просто хотела сказать спасибо. Следствие передало нам часть тех денег, которые вы нашли во втором бауле. Сказали, что если бы не ваша честность, их бы просто не нашли в той суматохе, а страховая компания тянула бы годы. Теперь у моих детей есть будущее. Игорь всегда говорил, что мир держится на нормальных мужиках. Он был прав. Спасибо вам». Алексей долго стоял с телефоном в руке, после того, как в трубке раздались короткие гудки. Впервые за эти 3 месяца тяжесть, давившая на его плечи, начала отступать. Он понял, что та ночь в такси была не просто испытанием на прочность. Это был его экзамен на право называться человеком. Он дошел до своего дома и увидел у подъезда знакомую машину. Темно-синий седан с шашечками на крыше. Водитель, молодой парень, нервно курил, глядя в экран смартфона. У него горел заказ с высоким коэффициентом в не самый благополучный район. Алексей остановился рядом с ним. «Друг», — негромко позвал он. Таксист поднял голову. В его глазах читалась усталость, такая знакомая Алексею. Что случилось? Будь осторожен там». Алексей кивнул на экран телефона. «Всегда смотри в зеркало заднего вида. Не из-за полиции, а из-за тех, кто сидит у тебя за спиной». Если что-то почувствуешь, не надейся на авось. Жми на тормоз или на газ, но не молчи. Парень удивленно посмотрел на него, потом на свою машину. «Да ладно тебе, батя, это просто работа. Довезу, высажу и дальше поеду. Что может случиться за одну поездку?» Алексей ничего не ответил. Он просто слегка улыбнулся, поправил воротник куртки и зашел в подъезд. Он знал ответ на этот вопрос. За одну поездку может случиться целая жизнь. Или она может закончиться. Но пока колеса крутятся, а в баке есть бензин, у каждого из нас есть шанс свернуть не туда, куда ведет навигатор, а туда, куда велит совесть. Ночной город снова зажигал свои огни. Тысячи фар разрезали темноту, создавая причудливые узоры на асфальте. Где-то там, в глубине спальных районов, снова раздавались звуки новых заказов. Мир продолжал свое движение, бесконечное и неумолимое. Алексей подошел к окну своей квартиры и посмотрел вниз. Он больше не был частью этого потока, но он знал, где-то там, в одной из машин, сейчас решается чья-то судьба. И он искренне надеялся, что у того водителя хватит мужества доехать до конца своего маршрута и остаться собой. История Алексея – это напоминание всем нам. Мы часто думаем, что наша жизнь состоит из великих дел, но на самом деле она состоит из маленьких выборов, сделанных в моменты самого сильного страха. Нажать на тормоз или нажать на газ, промолчать или заговорить, забрать сумку с деньгами или остаться человеком. Алексей свой выбор сделал.
И хотя его руки все еще иногда дрожат, когда он слышит звук уведомлений на чужом телефоне, он знает, тот последний заказ был самым важным в его жизни, потому что именно он научил его по-настоящему ценить каждый новый рассвет, который он встречает не в прицеле пистолета, а просто глядя в окно на просыпающийся город. Если вам понравилась эта история, и вы хотите больше таких напряженных рассказов о людях, оказавшихся в экстремальных ситуациях, не забывайте подписываться на наш канал. Ваша поддержка – это то, что дает нам силы искать и рассказывать эти истории. Ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями и обязательно напишите в комментариях, как бы вы поступили на месте Алексея в ту ночь. Рискнули бы вы своей жизнью ради спасения преступника или попытались бы сбежать при первой возможности? Мы читаем каждый ваш комментарий. Берегите себя на дорогах и в жизни. До встречи в новых историях.